Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты на главной странице канала. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных городов, стран, континентов отдельный привет, слова благодарности, вы моя большая-большая группа поддержки. И я сегодня с новым, получается, узорчиком, но с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с такой палитрой работали. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть, все узорчики универсальные, самое главное правильно подобрать крючок, да? Берете пряжу и летнюю, и демисезонную, и зимнюю. Знаете, да, уже, что один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит вообще по-разному. Так что пробуйте, вяжите. Итак, новички, кто не работал с такими ниточками, смотрите. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу это, смотрите, 80% акрил, 20% шерсть. Нам советуют производители брать крючок от 2 до 4, ну, в зависимости от узорчика, от вашей плотности вязания. Пока не забыла, называют цвет. Цвет 40. На камеру передается совсем не такой, какой он есть на самом деле. Он ближе к нежно-сиреневому цвету, а на камеру почему-то я вижу, что он такой темно-синий. Итак, я беру крючок для этой пряжи номер 3. Вот такую рабочую лошадку для контраста взяла. Вот. Потому что я данную пряжу вязала крючком номер 3, и меня, в принципе, устраивает. Вы точно так же берете свою пряжу, изучаете аннотацию, да, рекомендации производителя по поводу крючка, подбираете, ну и под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу, получается, 6 раппортов, чтобы получилось 30 петелек. И еще дополнительно по одной петельке с каждой стороны, ну, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого, получается, я набираю 32 воздушные петельки. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, я делаю одну воздушную петельку. Так. Теперь отсчитываю от крючка вторую петельку. 1, 2, накид, во вторую петельку вот так вот нырнула, вытянула ниточку и все 3 петельки провязываю вместе. Оп. Получается полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядку, в следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем полустолбик с накидом. И так далее. Вот так вот шагаем до конца ряда, провязываем полустолбики с накидом. Данный ряд полезен новичкам. Для того, чтобы они не запутались в воздушных петельках, в столбиках они уже точно не запутаются. Вы можете здесь провязывать столбики с накидом, как и я, полустолбики с накидом. Можете провязывать столбики без накида, то есть как вам удобно. Самое главное, что в столбиках вы потом не запутаетесь. Вот, а опытные мастера могут вязать, могут не вязать. Все, самое главное, контролируйте себя. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Да? У меня 32 петельки, значит будет 32 столбика. Не сложно? Не сложно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот у меня полустолбики с накидом. Так, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Так? Теперь смотрите, во второй столбик верхушечку ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А теперь в следующий столбик верхушечку ныряем. Смотрите, нырнули, вытянули ниточку. Вот так вот подтянули, не провязываем, держим на крючке. 1. Накид. Сюда же опять ныряем, вытягиваем ниточку, подтягиваем вот так вот на крючке, но не провязываем, держим. 2. Накид точно так же. 3. Накид точно так же. 4. Накид точно так же. 5.
Все вместе провязали до 2 петелек и потом 2 петельки вместе. У нас получается вот такой вот пышный столбик. Смотрите, если вы будете делать больше петелек и больше накидов, там 6, 7, 8, 10, да, пышный столбик будет выглядеть более эффектно, но пряжа скушает побольше. Поэтому вы можете делать, как я, 5 петелек, да, 5 накидов. Вы можете делать меньше, 4, 3, вы можете делать больше, 6, 7 на ваше усмотрение. То есть как вы хотите, так вы здесь и делаете. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Вот такая картина получается. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В следующий столбик получается. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке. 1. Будем делать пышный столбик. 2. Сюда же. 3. 4. Ну, у меня будет 5, да? У вас может быть и меньше, и больше. Провязали до 2 петелек и потом 2 петельки вместе. Угу. Такая картина получается. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули и опять сделали столбик без накида. Понятно? И так далее вы шагаете до конца ряда. 3 воздушные петельки. Далее рядышком ставим пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. 3 воздушные петельки. Пропустили 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязали столбик без накида. И все. И вот так вот повторяете до конца ряда вашего образца. Угу. Вот такие вот пышные столбики немножко с наклоном получаются. Все, давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот получается у нас вот такие вот, как бусиночки, да, горошинки, пышные столбики. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот получается пышный столбик. Я сделала 3 воздушные петельки. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И помните, мы делали воздушную петельку, да, в предыдущем ряду. Вот мы в эту воздушную петельку нырнули и провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите. Вот получается наша арочка идет. Мы вот в арочку нырнули и провязали столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И там, где мы провязывали с вами пышный столбик, да, помните, вот верхушечка, ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. Накид. 1, потянули петельку, ниточку. 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали и 2 петельки вместе вот так вот зафиксировали. Видите? И у нас получается над пышным столбиком пышный столбик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Какая особенность? Вы можете непосредственно нырять, вот как мы в первый раз делали, столбик без накида в арочку. А чтобы было более аккуратно, вы можете вот самую последнюю петельку нырять. Вот смотрите, так вот, мне кажется, будет более аккуратно. Но если у вас позволяет крючок, если позволяет пряжа, если позволяет зрение. В петельку. Не в арочку, а в петельку. Видите? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Беремся за верхушку вот нашего пышного столбика, ныряем в верхушку и провязываем еще один такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Смотрите, как выглядит непосредственно в арочку, видите, и как в петельку. Как по мне, то выглядит более аккуратно. Но вы делаете так, как вам удобно. Понятно? Глаза не ломайте. Так? Вот. Процесс будет, когда в петельку чуть медленнее, но мне кажется, чуть красивее. Все. И так далее до конца ряда. 3 воздушные петельки. Либо в арочку, да, ныряем, либо, как я, вот, аккуратненько в петельку. Оп. Нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки и верхушечку пышного столбика. То есть мы, по идее, 2, 3, 4, 5, чтобы не обсчитаться, да, мы повторяем самый первый ряд.
Раз, два, три. И опять в арочку следующую. Вот, нырнули, провязали столбик без накида. По итогу, видите, что у нас получается? У нас как бы вот таким зигзагом начинают идти наши пышные столбики. Все, давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, как вам? Провязали до конца ряда. Видите, какая красота получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот наш последний пышный столбик. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И помните, мы в предыдущем ряду делали 3 петельки подъема и 1 воздушную петельку по узорчику. Так вот, в третью петельку подъема ныряем аккуратненько, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Опять 3 воздушные петельки, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику, получается 4 воздушные петельки. И далее все то же самое повторяем. То есть либо в арочку вы провязываете столбик без накида, либо вот в последнюю петельку воздушную провязываете столбик без накида. 3 воздушные петельки и вот верхушка нашего пышного столбика. В верхушку ныряем и провязываем еще 1 пышный столбик. Раз, сюда же 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали, 3 воздушные петельки. И опять переключаемся вот в последнюю, получается, воздушную петельку нашей арочки. Ну, либо в арочку, да, то есть сильно глаза не ломайте. Все, и вот так вот мы провязываем каждый ряд. То есть получается у нас изначально 1 ряд мы провязали, и в остальных рядах мы повторяем. Не сложно? Не сложно. То есть узорчик состоит всего лишь только из 1 ряда. Для тех, кто разбирается в схемках, я сюда прилагаю схемку, она хорошо читабельная, хорошо ее видно. То есть сами себя контролируйте, вяжите. Для тех, кто не умеет вязать по схемкам, обязательно посмотрите. Мы уже все с вами провязали. Просто зафиксируйте, да, где пышные столбики, где воздушные петельки, где столбики без накида, и поймете, что нет ничего сложного в этой схемке. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Уже видно, что получится интересно, оригинально, да, красиво. И встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот интересная объемная сетчатая, да, ажурная красота получается. Вот такой вот оригинальный, интересный, вертикальный, да, заметьте, узорчик. То есть для вертикальных вещей, для подчеркивания силуэта, да, будет очень-очень даже красиво. В моем случае вот так вот тянется и вот так вот тянется. То есть смотрите, узорчик у нас двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам больше нравится, такая у вас будет лицевой. Ну, либо у вас такие будут вещи двусторонние. Это что могут быть? Палантинчики, да? Если это будут ниточки такие, как у меня. Если будут летние ниточки, то это интересная парео пляжная. Почему бы и нет, да? Опять же, вы можете сделать поменьше воздушных петелек, и у вас будет, естественно, расстояние между пышными столбиками чуть поменьше. Например, как вариант. Вы можете, наоборот, сделать побольше, да, то у вас будет более такое ажурное. Пышные столбики можете делать, я уже говорила, больше, можете делать меньше, то есть на ваше усмотрение. Вот такой вот незатейливый узорчик, копилочку ваших узорчиков. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, да, моя плотность вязания, мой крючок. То есть у вас может быть другая пряжа, другая плотность вязания, другой крючок, у вас будут другие данные. Но вот у меня сегодня, давайте посмотрим. Смотрите, 18,5 сантиметров. Так, и тут получается несложно прямо по шишечкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочков. И первоначальный наборный 9. Давайте за самую верхнюю точку, так скажем, замерим. Это получается 10,5 сантиметров. Вот, 10,5. Как вам? Вообще не сложно, оригинально. И вы можете использовать любые ниточки. Вот представьте, например, летняя ниточка, то есть по спинке, например, будет такая вот открытая спинка таким вот узорчиком, да? Конечно, летняя ниточка, она потоньше, шишечки будут потоньше, естественно, будет более ажурно. Вот. Ну, либо вы можете, например, какая-нибудь интересная летняя авоська. Почему бы нет? Берите пряжу, берите джут, да, берите полипропиленовый шнур. То есть смотрите, пробуйте, экспериментируйте, вводите в комбинацию с какими-то другими узорчиками. То есть вы дизайнеры, у вас, конечно, будет свое видение. Так как вы видите, так и красиво. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Многие смотрят видео, но не подписываются. Так что подписывайтесь. Так. Ну, естественно, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием, делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях.
Смотрите, вяжите в свое удовольствие. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.